Итак, друзья, всем снова здравствуйте на канале Ижмота с того бока. Сегодня у меня на обзоре такая вот техника. Это токарный станок, вот модель его. В общем, то чувство, когда психанул и купил себе токарный станок. Надоело ездить, честное слово, за каждой втулочкой что-то вытачивать и так далее. Поэтому юнкера будем делать с помощью вот такого приспособления. Значит, получился этот станок с небольшой скидкой, потому что здесь не совсем комплект, нет нескольких ключей и модель как бы предыдущего модельного года, даже вот 19 год, видите. Из особенностей, что мне понравилось, станок в принципе довольно удобен, он маленький, то есть вот его размеры. У него, если не ошибаюсь, там меньше метра длина. Весит, конечно, он что-то порядка 60 килограммов. То есть одному его довольно проблематично куда-то таскать, переставлять. Но он у меня временно вот на такой подставке с колесами. Не нашел я ему еще места. Но это все временное явление. Так, у нас 10 на 10 миллиметров резцы. Я вот купил со сменными пластинками, такие, не знаю, где пластинки буду искать. 8200 комплект обошелся, но у него там не было в комплекте расточного резца, поэтому ждем сверлильный патрон. Я заказал в заднюю бабку, здесь конус Морзе 2, будем с помощью него делать внутренний. Ну и вот эту подножку видео, в котором вы видели, я буду переделывать. Конечно, там это цветной металл, он долго не проживет. Ну и помимо этого, там в мотоцикле еще миллион этих втулок. Там по ходу пьесы буду вам показывать, где эти втулки, какого размера, кому интересно. Может быть даже. Ну, буду что-то изготавливать сам. Я не токарь, учился я радиотехническое у меня образование. Но я думаю, научимся. Ничего сложного здесь космического нет, все это люди придумали, поэтому будем разбираться. Если есть, друзья, токари, кто меня смотрит, посоветуйте, пожалуйста, литературу, какую изучить, почитать. Вот, будем разбираться. Так, что здесь еще? Этот станок, ну, вся информация есть, конечно, в интернете, я вкратце пробегусь. Здесь идет направляющие, идут каленые. Вот, то есть с хорошей твердостью, как говорится. Даже есть некоторые видео, где проверяется с помощью твердомера. Вот там что-то порядка 60 единиц получается у нас. Здесь регулировка оборотов происходит у нас, цифровая индикация, отображение, тахометр, вращение патрона. Направление вращения здесь правое и левое есть. Кнопка включения-отключения, экстренного отключения тоже. Здесь указано, он еще делает резьбы метрические и дюймовые. Здесь вот указывается, как расположить шестерни, чтобы получить необходимую резьбу. Но я думаю, проще нарезать леркой, мечиком, потому что здесь, чтобы получить необходимый шаг резьбы, необходимо менять шестеренки, которые вот здесь вот в гитаре. Сейчас я вам откручу, покажу. Довольно такое муторное занятие. Вот. Вот эти вот три основных шестерни, их надо будет подбирать под определенный шаг и так далее. Вот. Не особо приятное занятие, поэтому проще мечик, либо лирик. Так, вот два ремня, один ремень, второй ремень. Эти ремни перекидываются вот на этом шкиве. Вот сюда переставляется, и скорость, соответственно, меняется. Сейчас у меня стоит до 1000 оборотов. Ну, как стояло, так пока я оставил. Потому что я его даже не промывал от вот этой консервационной смазки здесь. Нужно все это промыть, промазать. И здесь вот такие вот смазочные клапана сделаны. Вот. Ну, довольно удобно. Штукенция. Да, задняя бабка здесь фиксируется довольно удобно. То есть вот у нас
рычаг раз на себя, переместили заднюю бабку, зафиксировали. Вылет пиноли задней бабки порядка 60 миллиметров. То есть очень и очень неплохо для такого малыша. Патрон 100 миллиметров. Вот. Да, еще заметил, здесь вот видите, да, то есть каждый 487 вот написано, то есть станина вот эта, она номерная. Так, из еще приятных, вот защищенный идет кожух ходового вот этого винта. Вот. Все это регулируется. Вот они винты контровочные. Там стоит специальная пластинка, которая поджимает, убирает люфты. И здесь, ну, как почти как на взрослом станке. Да, есть автоматическая подача вот с помощью вот этого рычага. Вот вниз идет автомат, вверх мы выключаем. Тоже довольно удобно. Задали необходимое, включили, и все, он сам идет ровно, без рывков. Здесь полугайка тоже там сделана. Вот. Очень-очень неплохо для такого малыша. Будет мне помощником. Плюс будем изучать с детьми со своими. Может, кому-то понравится. На будущее они как-то посвятят свою жизнь. А может и нет. Для общего развития вполне тоже неплохо. Вот, достался он мне с 25% скидкой. Покупал я непосредственно вот на этой фирме. Вот, станок, в принципе, я проверил, выработок нет. Точно он более-менее. Единственное, вот такие вот люфты. Я не знаю, конечно, как убираются, они не убираются. Особенность это станка или так должно быть. Но люфты довольно большие. В задней бабке вот то же самое. Нет, задней бабки, кстати, нет. Ну, то есть, вот это конкретно вот не очень нравится. Также такая тонкость. Вот здесь вот отверстие идет. И я пробовал, точил небольшую заготовку, чтобы посмотреть центровку. И стружка, которая падает сюда, она залетает в эти отверстия. Там стоит, ну отсюда я, наверное, навряд ли вам покажу, поверьте мне на слово. Там внутри стоит двигатель. Вот. И через эти отверстия вся стружка летит как раз в этот движок. А у него там продувочные окна, и он засасывает воздух, чтобы не перегреваться. Как раз отсюда летит стружка в него, и он засасывает вовнутрь. Поэтому я, когда буду мыть, вот это дело все загерметизирую. Ну, обычно герметик возьму какой-нибудь прозрачный и замажем. Вот. Вот такой вот агрегат. Я на самом деле очень рад, что есть такая вещь. Так, вот в комплекте был такой инструментальный ящик. Сейчас мы его откроем. Вот эта штука, это для смазки. В инструкции указывается, что использовать масло 20В. Дальше набор шестерен. Это вот как раз переставлять, чтобы нарезать резьбу. У меня их 7 штук оказалось. Обратные кулачки для патрона. Вот они. Так. Тут пара отверток. Шлицевая, крестовая. Дальше. Это для патрона у нас ключ. И вот два ключа. 8-10. 12-14. Нет ключа 17-19. Должен был быть еще в комплекте. Его нет. И два конуса. Конус Морзе 2 и конус Морзе 3 в комплекте идут. Набор шестигранников. И на этом все. Все, что у меня было из комплекта. Ну, скидка 25%, я думаю, это нормально. Все остальное, пока я глубоко не вдавался. Может быть, там еще со станком что-то не то. Ну, надеюсь, что все хорошо. Будем смотреть. Так, ну вот и все. Есть еще, сейчас вам покажу набор резцов, который я купил. Резцы точат очень чисто, хорошо, но вот нет проходного резца в комплекте. Вот. Отрезной, проходные резцы, левые и правые.
Ну вот, прямой проходной, вот. И все, один я сейчас установил, резец у меня. Так, да, еще что получается. Моя инструкция, которая идет в комплекте, причем она идет вот по этому номеру 487, видите, да, то, что на стане, она не сходится с тем, что у меня. То есть вот эти вот шестерни, они не совпадают. У меня другие шестеренки, другое передаточное отношение. Вот, то есть модификация другая станка. Ну ничего страшного. Я еще раз говорю, он покупался не для того, чтобы резьбы точить. Вот, ну что, давайте я вам включу его, покажу, как он хотя бы вращается. Итак, подключил я в сеть. Сеть здесь обычная, стандартная, 220 вольт. Потребление у него 1 киловатт, мощность двигателя, выдает он где-то 600 ватт. Вот. Здесь регулировка скорости вращения, как я уже говорил. Ну что, запускаем. Включение. Вот у нас пошел вращаться патрон. И здесь мы регулируем. Ну вот, 1000 оборотов, там 1100. Защита есть, все это срабатывает. Вот. Как бы проблем никаких. Ну, друзья, в этом видео не буду я ничего точить. Нет необходимого инструмента. Нужен в заднюю баку сверлильный патрон. Поэтому сегодня такой вот просто обзор. Обзор того помощника, который будет у меня для реализации проекта Иж-Юнкер, ну и его последующих проектов. Поэтому следите за каналом. Благодарю, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. Всем буду рад, адекватным людям. Все, друзья. Всем спасибо. Всего доброго. Берегите себя.